Как считаешь, жизнь в Сальвадоре дорогая? Считаю, что да. Ну, какие налоги? Налоги 13%. В конце года здесь с выручки нужно платить 25%. Потому что мы как бы все-таки после Советского Союза, ну вообще с нашей социальной системой, мы привыкли, что медицина должна быть бесплатная. И нельзя ребенка оставить с утра, допустим, в садик привел до вечера? Можно. Ну, ты приносишь свою еду. То есть у них нет столов? Нет. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Анной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Анна, расскажи, пожалуйста, почему именно Сальвадор? Почему Сальвадор? Потому что вышла замуж за сальвадорца. Все просто, да? Все просто, да. На самом деле я даже не знала про то, что существует такая страна. То есть я знала про все страны Центральной Америки, Гватемала, Гондурас и так далее, но никогда не слышала про Эль-Сальвадор. Вот, для меня был сюрприз, что такая страна существует. А где вы познакомились? В интернете. Но это было случайно, то есть как бы не какой-то сайт знакомств, нет, это просто вот случайная такая была встреча с моим мужем на просторах интернета. А сама ты родом откуда? Я с России, с Ярославля, вот, но жила на Кавказе последние 4 года. А на Кавказе где? В Кисловодске. В Кисловодске? Да. Понравился Кавказ? Да, очень понравился, я вообще всегда искала тепло. Вот, поэтому для меня здесь вообще, конечно, рай. Из Кавказа более в теплое место, да? Да, я сказала, что не было вообще зимы. Круто. Угу. В каком году сюда переехала? В 2019-м, то есть это где-то за полгода до пандемии. Тяжело было вообще адаптироваться в первое время? Нет. Во-первых, я знала, что я хочу уехать из России, вот. Потом, у меня очень хороший муж на самом деле, поэтому как бы он мне помогал достаточно. Мне очень нравятся сальвадорцы, то есть мне очень помогли, меня встретили, просто вообще окружили меня любовью. С пампусами? С пампусами, да. Поэтому как бы и семья мужа тоже, в общем-то, очень такая приятная, так что нет, как бы мне все нравилось. То есть на сегодняшний день, как ты сюда переехала, в России не была? Нет. Круто. А ты имеешь уже гражданство? Хочу сделать гражданство. У меня сейчас, не знаю, как это по-русски называется, ПМЖ? типа вид на жительство, наверное, да. Ага. Постоянное да. уже? Постоянное, да. Угу. Какие ты минусы здесь увидела, когда вот первый раз приехала в страну? Что тебе прям так резало? Наверное, в плане безопасности, но это не то, что я видела, это то, что как бы мне про что мне рассказывали, то есть я не могла там, например, выйти, как бы вот, а так как мы русские люди, вообще европейцы, скажем так, да, достаточно много передвигаемся на своих ногах, мне было тяжело, потому что я всегда, любила ходить пешком, скажем так. Вот, а тем более здесь, в такой красоте, в таком прекрасном климате, и не погулять, как бы вот это, наверное, было тяжело. Но я никогда не встречалась с криминалом, то есть со мной никогда ничего плохого не происходило. Но просто у меня муж такой, и вообще они здесь, в принципе, перестраховщики. Они здесь очень берегут свою жизнь, поэтому как бы вот так вот мне, как бы, не то, что не позволялось, но, в общем, мне рекомендовали не выходить одной, и это было, как бы тяжело сначала. А кроме преступности еще что-то тебя вот так теребило? Наверное, да, вот то, что связано с моей работой, да, как бы в сфере красоты, да, так как у меня небольшой салон маникюра, русского маникюра, да, как бы разница вообще введения этого бизнеса в ценовой политике, она, конечно, меня так... не то, что смутило, но было тяжело перестроиться. Поначалу было тяжело научить людей, как бы не то, что было сейчас, я до сих пор это продолжаю. То есть ты занимаешься маникюром? Да, я занимаюсь маникюром. В России ты тоже этим занималась? Да, я работаю маникюром уже 14 лет. Да, и здесь я продолжила. Ты как мастер все начинала сама? Да, я как бы работала мастером всегда. И, в России у меня это как бы не было как какой-то там прям супер бизнес, да, я работала сама на себя, только я, никого у меня не было больше.
Вот. А здесь, когда я переехала сюда, у меня, в принципе, тоже не было идей работать, ну, типа, открывать салон или что-то развивать. Нет, я хотела вот как бы так, типа, быть замужней женой и как бы как вот хобби. Но потом со временем это как бы переросло во что-то большее. Вот потом я забеременела, нашла девочку, которая работала со мной, потом еще девочку, еще, как бы, и вот так вот. И начала давать еще курсы, да. Все закрутилось из-за того, что у тебя сейчас салон Анна Стар. Да. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А курсы ты преподаешь своим вот сальвадорцам? Они как вообще, как тебя находят? Почему именно к тебе нужно идти? Как находят? Ну, вот да, у меня есть страница Инстаграм, то есть мы ее продвигаем, работаем с таргетом. И вообще первый курс, который я дала, мне было очень страшно на самом деле его давать, потому что для меня это была вообще первая моя такая experience, первый мой опыт с этим. Плюс еще испанский, наверное, был не такой хороший, но у меня было 8 учениц, по-моему. То есть как бы это достаточно такое нормальное количество. Вот, как находят и почему приходят, да, потому что хотят как бы обучиться вот этой технике, она очень у нас крутая. Самая лучшая техника – это техника русского маникюра. Вот. Ну и плюс я объясняю, что это возможность зарабатывать больше, быть независимыми, потому что здесь очень-очень плохо платят мастерам по маникюру, ну и вообще другим специалистам, то есть зарплаты очень низкие. Я как бы объясняю, что, девочки, вот вы можете выйти на другой уровень дохода. Но много таких еще салонов, которые обучают? Ты имеешь в виду как бы вообще маникюру в принципе, да. не моей специальности? Достаточно, да, здесь есть академии, да, здесь есть академии. Также, например, какие-то бренды, например, вот Опи, Гелиш, это такие марки достаточно известные, американские, они дают типа вот мастер-классы тоже, как бы, ну, так что да, здесь достаточно академий, мастер-классов и так далее. Какие перспективы на будущее ставишь? Мне очень нравится салонный бизнес на самом деле, то есть как бы мне нравится работать именно с клиентами, да, в салоне. Но я понимаю, что как бы больший доход, он именно в плане образования. То есть мне хотелось бы развить как бы больше, сделать как академию, да, и вот. Чтобы не сидеть постоянно, пилить. Я практически не пилю, то есть я практически не работаю с клиентами, потому что у меня есть как бы мои девочки, которые работают, да, я сейчас стараюсь больше работать именно ну, как бы... Для развития. Да, для развития, в развитии, как бы в салоне, то есть быть, например, в салоне, хотя у меня есть как бы администраторы, но это немножко другое, то есть нужно иметь коммуникацию с клиентами, тоже хорошую, и следить за сервисом, за тем, как предоставляются услуги, потому что здесь тоже с этим проблемы, здесь нет абсолютно никакого регламента, то есть, ну, как бы... немножечко так тяжело, то есть нужно тоже за этим следить, за тем, как обслуживаются клиенты, как к ним относятся, как их записывают, да, вот так вот. Скажи, пожалуйста, то есть у тебя твой бизнес официально зарегистрирован? Да. А как тяжело вообще зарегистрировать бизнес и какие здесь налоги? Несложно зарегистрировать на самом деле. Но у меня просто была такая ситуация, что у меня муж уже, у него был как бы бизнес. У меня сейчас в данный момент это бизнес мужа, да, на его имя. Вот. У него уже было открыто как ИП, мне так кажется, да, если переводить на русский язык, на наши термины.
Вот, поэтому не надо было ничего открывать, на самом деле, уже все было открыто, вот, все, нужно было просто заказать фактуры, да, вот эти чеки, которые выдают, и как бы, собственно, все. Ну, какие налоги? Налоги 13%, в общем, как у нас платится тоже, насколько я понимаю, да, 13 же сейчас в России, смотря наверное. что ты открываешь. Наверное, не знаю. Если да. ИП, то 6%. Серьезно? Ну, короче, здесь 13%. И это, в общем, как бы так вроде по-божески, но еще есть как бы такой подводный камень, что в конце года здесь с выручки нужно платить 25% тоже государству. Еще дополнительно к этому? Да, да. За весь оборот, получается? Да, годовой. Круто. Да. Много? Много, да, много. Окей. А если ты нанимаешь сотрудников, то подоходный налог какой у сотрудников? У меня сотрудники не работают как, ну, скажем так, официально, да, у меня есть как бы, во-первых, у меня никто не работает полный рабочий день, полную рабочую неделю, то есть никто не работает 40 часов в неделю, у меня все они как типа... По совместительству. Да, точно. Это называется профессиональные услуги, да, то есть это как бы официально, это все легально. Просто на аутсорсинге они у тебя. Да, то есть как бы я у них вычитаю 10% с их зарплаты, с их выручки и плачу как бы государству, ну и все, собственно. Вот. То есть у меня нет никаких заморочек ни там со страховками, ни с чем. Я им сказала, больничными. Не с больничными, да, потому что я, наверное, единственная, кто платит вот такую зарплату, которую платится в моем салоне. То есть у них хорошая очень зарплата, у них хорошие условия. Как я сказала, никто не работает 6-5 дней в неделю, то есть максимум 4 дня в неделю. Вот. Поэтому я им сказала, девочки, вот как бы вот так вот. Базовая цена маникюра, педикюра в Сальвадоре у тебя сколько? У меня от $28. Вот, это маникюр и там с покрытием. Но как бы это практически не просят, да. Основная услуга, она стоит у нас $33. Ну, как бы там уже в зависимости от того, То есть шелак? Шелак и маникюр, да, $28, но никто это в основном не просит. Просят другой материал, который как бы, ну, такой более, ну, дольше держится, скажем Наращивание так. тоже? Наращивание тоже, да, у нас есть эта услуга, да, но она как бы дороже, соответственно. А чаще какие услуги заказывают местные? Чаще, вот, как я тебе сказала, значит, маникюр и вот это вот покрытие долгосрочное, которое называется каучуковая база. Вот. Чтобы подольше сохранилось? Да, выравнивание ногтей, девочки, когда работают, да, как бы с ногтями, ну и вообще наши все девочки, собственно, они ухаживают за собой, да, они знают, что это такое, вот, это как бы и в России очень популярно, и здесь тоже нашим клиентам нравится как бы такая услуга, потому что, ну, то есть они, в общем, практически месяц ходят с этими ногтями, и все хорошо, вот, стоит это $33, вот. Дальше уже, если там, например, какие-то дизайны, это как бы, да, дополнительное. Вот. Также у нас мы оказываем услуги по педикюру, скажем так, клинический педикюр, если переводить на русский язык, да, это более такой, скажем так, медицинский педикюр, да. Стерильный. Ну да, более такой глубокий, да, более профессиональный. Вот это то, что тоже я внедряю, потому что здесь этим, конечно, очень проблематично. Людей просто мучают на самом деле. Вот. Выдергивают им ногти и всякое такое, уродуют. И вот. И меняешь, соответственно, пилки. Конечно, да. У нас есть стерилизатор, у нас все, в общем-то, весь регламент мы соблюдаем, да, по стерилизации, дезинфекции инструментов, да, одноразовые пилки для каждого клиента. И да, но этому нужно учить тоже людей и объяснять, почему так дорого. Хотя как бы для меня $33, не знаю, для меня это недорого, но вот им здесь, да, это, конечно, проблема. И я стараюсь объяснять, почему это так. И почему мы не экономим на безопасности. Вот. То есть как бы у нас этот процесс обучения, он происходит постоянно. То есть я вещаю, например, со своего аккаунта, я также объясняю своим девочкам, мастерам, чтобы они учились объяснять клиентам, почему это так. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты –
здоровья и благополучия наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А твой сегмент клиентов – это кто? Не каждый может позволить, наверное. Не каждый, да. То есть началось, наверное, да, попроще немножечко, клиентура у меня была попроще немножко так, ну, плохо сказать победнее, но да, вот попроще, другой немножко экономический статус. Сейчас, да, вот как бы растет, в общем, их уровень, да? Я понял, я имел в виду, это офисные работники, либо это менеджеры банков, кто твой основной? Да, наверное, и офисные, ну, смотря какие офисные работники, понятно, что человек, например, с зарплатой $500, да, он не сможет, скорее всего, это себе позволить. Есть и частные тоже предприниматели, да, есть как бы у кого достаточно стабильный бизнес, вот. Мужчины приходят? Мужчины приходят, да. Не так много, но в основном мужья наших клиенток, да. То есть не случайно попавшийся от жены. Да, ну, мужчинам, мне кажется, всегда сложнее, да, как бы немножечко вот переключиться, да, и признать, что да, нужно. Но приходят в основном на вот педикюр, потому что тоже бывают проблемы с вросшими ногтями, и как бы, проблема, с которой нужно помочь им. Как считаешь, жизнь в Сальвадоре дорогая? Считаю, что да. Вообще здесь, когда я приехала, да, вот это было 5 лет назад, конечно, вообще просто поменялись цены, особенно на недвижимость. То есть остальное, как бы во всем мире они поменялись, да, и в России тоже. Поэтому меня особо это не смущает, не удивляет, да, но в плане недвижимости, конечно, это просто там в 2-3 раза, да, изменились цены, повысились. А по поводу биткоина, который здесь ходит, какое у тебя видение, что с ним будет в Сальвадоре? Честно, вот не думаю об этом. Мне кажется, сейчас как-то вот поспала немножко вот это все. Но ты информация. Принимаешь биткоин, если человек хочет оплатить биткоин? Никто не платит. Никто не платит, да, моему мужу, как бы, каждому уже сальвадорцу перевели определенную сумму, мне кажется, уже все потратили ее, которая она была, перевели в доллары или потратили, и как бы все, на этом все, собственно, и прекратилось. А вот в магазинах, в кафе есть какие-то типа автоматы, терминалы, которые принимают якобы, да? Есть, но настолько, я тебе говорю, что изначально, мне кажется, да, это, в общем-то, хотели как-то развивать, но сейчас это настолько поутихло, то есть я вообще не вижу. То есть раньше говорили, что принимаем биткоины, и сейчас это очень редко можно услышать, что мы принимаем биткоины, потому что, ну, нет. И ты сама тоже не настраивала в своем бизнесе вот то, что прием биткоинов? Нет. Нет. То есть если человек, образно говоря, придет в твою дверь, зайдет, скажет, хочу оплатить биткоином, ты не примешь? Я, наверное, проконсультируюсь с моим супругом, можно или нет так сделать. Наверное, приму. Как бы, если да, я думаю, что нет с этим проблем, да, я бы приняла. По поводу медицины, ты же здесь родила, я так Да. понимаю. Насколько квалифицированная, либо плохая медицина? Вот, кстати, да, это тоже, наверное, такая проблема, потому что я вообще в процессе
процессе познавания, да, потому что мы как бы все-таки после Советского Союза, ну вообще с нашей социальной системой мы привыкли, что медицина должна быть бесплатная, медицина, образование, там, ну не образование, не высшее, да, скажем так, но по крайней мере школа, детские сады, это бесплатно. Здесь с этим тяжело, то есть, ну здесь это бизнес, вот, здесь это бизнес. Но на самом деле мое видение такое, что на самом деле это развивается. Вот. И те налоги, которые мы платим большие, да, они, ну, как бы идут, в общем-то, на пользу. Вот. То есть я иногда пользуюсь и медицинскими услугами, бесплатными, государственными. Не всегда, но пользуюсь. Они есть здесь? Они здесь есть, конечно. Здесь есть 3 уровня образования, то есть не образования, а медицинского обслуживания. То есть в России это государственное и частное, здесь это частное, государственное и социальное страхование. Вот. То есть социальное страхование, это как бы если ты работаешь, платишь налоги, вот ты как бы... И тогда тебя примут. Да, это отдельные больницы социального страхования. Есть также государственные, где как бы любого человека Любого, примут. даже иностранца. Я думаю, что да. Если я туда подойду... Не уверена, но я думаю, не знаю, честно. Возможно, да. Но ты сталкивался с какими-то проблемами, где у тебя прям плохой отзыв о медицине? Ты знаешь, я никогда вообще ни в России никогда не сталкивалась с каким-то плохим... Не было у меня плохого опыта в медицине, в принципе, потому что я, ну, стараюсь, наверное, доверять врачам, как бы, и я понимаю, что это очень тяжелый труд, поэтому я... ну, не было у меня никогда с этим проблем, слава богу. Но на самом деле мне очень было сложно принять, и до сих пор сложно принять платность медицины, то есть платность, знаешь как, наверное, тех услуг, которые, в принципе, по-моему, должны быть бесплатны. Например, там экстренная помощь, скорая помощь, да, я не знаю, там элементарно вырезать аппендицит, спасти человека, вот. То есть мне сложно принять, что как бы за это я должна платить. Я могу себе представить люди, которые не могут этого оплатить, а здесь это очень дорого на самом деле. Вот, поэтому как бы... Ну, в России каждый работник делает отчисления, почему и получается медицина бесплатная, МС. Да, но система хорошая у нас, конечно, здесь с этим, ну, тяжело. Я тебе говорю, мне сложно принять. А ребенок у тебя сейчас в детский садик ходит? Да, да. Он платный? Он платный. То есть нету государственных садиков? Они есть. Есть. Да, но как бы люди, так скажем, среднего уровня, они никогда своего ребенка не отдадут ни... А разница вот государственного от частного садика в чем? Что там не так? Что там не так? Ну, грязно. Ага. Грязно, нет. Ну, то есть, как бы, наверное, дети из как бы семей не очень благополучных, мне так кажется, поэтому не хотят. Ну, в плане того, что кормят, играют, это же все есть? Ну, вообще здесь никто не кормит. Никто не кормит? Никто не кормит. И в частных тоже? Не в частном, да. То есть это нужно свое, приносить свою еду. Ага. И нельзя ребенка оставить ты с утра, допустим, в садик привел до вечера? Можно. Ну, ты приносишь свою еду. То есть у них нет столов? Нет. Это специально у них так сделано или как? То есть вот они так. Боятся отравить, чтобы не отравить? Ну, я думаю, они просто не хотят заморачиваться, наверное, не хотят тратить деньги лишние на это. И сколько стоит частный садик? В зависимости тоже как бы от садика. Вот мы платим $165 в месяц. И большая группа набирается? Небольшая. Вообще, как бы я искала чистый садик. Вот. Для меня это было важно, потому что даже платный садик, который вот здесь у меня рядом с домом, ну, просто ужас. Вот. Почему-то как бы жалко, что здесь не ходит какая-нибудь санэпидемстанция по этим садикам, их не проверяет. Вот. То есть есть дешевле садики, но не очень они мне понравились в плане именно гигиены. От какого возраста детей берут в садик? Мне кажется, ясельные группы тоже есть, вот как и у нас, там самые малыши, потому что здесь на работу, то есть здесь декретный отпуск 3 или 4 месяца, я уже не помню. И он оплачивается? Он оплачивается, да, как бы работодателем, да, если человек работает официально, да, он оплачивается. А потом ты должен все уже выйти на работу. Ну, то есть, как бы это не обязательно, но тебе никто не будет платить просто-напросто, Ну, и ты понятно. потеряешь свое рабочее место, вот. Поэтому, да, бывает, что отдают вот в таком возрасте деток в садик. С продуктами питания есть что-то тебе не хватает здесь? Вообще много чего не хватает, на самом деле я не люблю абсолютно их еду, вообще не нравится ничего. Ну, то есть, как бы, нет, что-то нравится, да, но если сравнить, например, как бы, а тем более я с Кавказа, ну, как бы,
Ну, то есть разница, она очень большая. Шашлык. Чувствуется. Да, мясо вообще. Здесь есть мясо, но нет, конечно, это не то. Вот. Здесь очень повлияло, мне кажется, американская Бургеры. капитализм, американский капитализм, да. То есть в Штатах же тоже, мне кажется, с едой проблемы, очень мало хороших продуктов, свежих. Вот. Хотя здесь есть возможность, здесь просто не развита агрокультура, хотя, мне кажется, могли бы ее развить в принципе, но не развита. Ну и молочных продуктов нет. Молочные продукты нет, почему есть? Ну, нет сметаны. Вот, сметаны Нету нет. кефира, Нету кефира, кисломолочки, да. Нет. творога, таких продуктов. Творог есть, да, здесь как бы он просто называется по-другому, он немножко другой, но в принципе есть. Соленоватый. Да, да, соленоватый и жидковатый, то есть его нужно как бы выжимать, жидкость лишнюю, чтобы там, ну я не знаю, чтобы, например, сделать сырники или что-то такое, но в принципе реально можно это сделать. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. А по поводу правительства, как ты считаешь, на сегодняшний день с преступностью вроде разобрались. Насколько оно заботится о своих людях, там какие-то выплаты делает, там, ты была в декрете, допустим, да, там, в России, ты знаешь, выплаты, да, там, Да. мамам дают, пенсионерам там поднимают. Здесь как вообще? Нету здесь никакой социальной поддержки, может быть и есть, но я про нее никогда не слышала, то есть ни инвалидам, никому. Ты знаешь, я считаю, что это палка о двух концах. То есть и в России очень хорошая, на самом деле, социальная система, но имеет свои минусы, да, когда люди начинают просто халявить и пользуются этим. И получается, что все эти материнские капиталы как бы иногда пользуются люди, которые так из себя родители, и которые просто там живут на эти деньги, на эти пособия, ничего как бы не давая своим там детям, например. Вот. Здесь, так как этого нет, люди привыкли трудиться. Они трудяги на самом деле. Вот. Так что не знаю, насколько это нужно, не нужно. Просто видишь, у меня свой бизнес, и мне особо и не надо было никакой поддержки от государства, потому что я не бросала работать. И я люблю свою работу. Я бы не смогла, честно, 3 года в декрете находиться. Я не знаю, я бы сошла с ума, наверное. А как тебе функционировать с ними? Насколько менталитет схож, либо разнообразен? Насколько они там опаздывают на работу, либо не приходят? Мне очень нравится работать с моими девочками. Не опаздывают, нет. То есть были проблемные, но я от проблемных сразу избавляюсь. Очень мало кто такие были. Вот, как я тебе сказала, здесь очень низкие зарплаты. И у меня очень хорошая мотивация, то есть я хорошо плачу. Вот. Потом у меня очень хороший коллектив, и девочки ценят это. И они на самом деле трудолюбивые. Вот здесь люди трудолюбивые. Они привыкли рано вставать, прям рано-рано начинать работать, а работать физически достаточно много. Вот. Поэтому мои девочки, они, я считаю, ценят свою работу. От меня никто не уходил сам. Вот. Мы легко договариваемся всегда. То есть к моим девочкам вообще мне никаких претензий. Я считаю, что у меня здесь очень много возможностей. И я считаю, что мне с ними легче работать, чем я бы работала, например, с русскими девочками. Окей. Твои рекомендации людям, русскоговорящим, которые думают о переезде в Сальвадор? Кто-то хочет открыть бизнес, кто-то хочет здесь пожить. Что ты посоветуешь? Ой, такой сложный вопрос, я вообще не думала об этом. Вообще, мне кажется, чтобы переезжать в какую-либо страну, нужно понимать, что да, это абсолютно другое что-то. Вот. Тем более Латинская Америка, да, это абсолютно другое. И надо сначала приехать, посмотреть, как нравится, не нравится, потому что надо это принять, надо это любить, надо понять, что везде свои плюсы и минусы. Вот. Просто надо понять, вот мне эти минусы, они меня устраивают, то есть я могу их принять. Да, что перевешивают, их плюсы или их минусы? Вот у меня, например, их плюсы перевешивают, вообще плюсы Эль-Сальвадора перевешивают всех минусы. Да? И вообще, когда я переезжала, я понимала прекрасно, что это абсолютно другое. Вот. Что как бы это не будет так, как в России, не будет так привычно. Вот. Так что да, нужно
нужно просто понять, нравится или не нравится. В России не тянет. Ты знаешь, скучаю, снится иногда, но мне кажется, это обман нашего мозга. Правда, мне так кажется. Воспоминания прошлого, да? Конечно, да. Мне вот буквально 2 дня назад снилось, да, что я в своем Ярославле. Да. Не по людям скучаю, наверное, больше, да, вот по местам, по еде очень скучаю. Вот это то, чего не хватает. Вот. Но не представляю, как бы я сейчас жила вот сейчас в ноябре, там, в зиме. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.